Мгм. Итак, вот здесь представлена гипнограмма. Это такой график, который показывает, как мы спим ночью, чередование наших стадий и фаз сна. Вот красный овал, вот им выделен такой типичный цикл сна. Он состоит из нескольких стадий. Как правило, он начинается с первой стадии, это легкий сон или дремота. Потом наступает вторая стадия. Дальше мы переходим к третьей стадии, самому глубокому сну. И потом мы как бы поднимаемся снова на поверхность, к более активному состоянию, тоже, как правило, постепенно через вторую стадию, и наступает парадоксальный сон. Так можно видеть, что наш сон подразделяется на два состояния – non-REM-сон и REM-сон. То есть REM-сон – это сон с быстрыми движениями глаз, также его называют парадоксальным сном. Ну и non-REM-сон – это, соответственно, сон без быстрых движений глаз, его еще также называют ортодоксальным сном или медленным сном. Врачи часто его называют вот, парадоксальный сон БДГ, да, как бы сон с быстрыми движениями глаз. Ну, все чаще используются термины медленный и быстрый, поскольку так, в общем-то, как проще. Обычно цикл сна занимает около 90 минут. Ночью за 8 часов нашего ночного сна, как правило, успевает пройти 4 цикла. Ну, у кого-то циклы более длительные и проходит только 3 цикла за ночь. У кого-то они более короткие, получается 5 циклов за ночь. Интересно, что днем мы тоже спим так же, мы постепенно погружаемся в глубокий сон, и потом, если мы спим больше часа, у нас наступает парадоксальный сон. То есть дневной сон, в принципе, организован точно так же. Здесь такая более подробная гипнограмма ночного сна, и представлены некоторые физиологические процессы и как они меняются в течение сна. Здесь можно видеть, что по мере того, как сон углубляется, у нас снижается частота сердечных сокращений, снижается частота дыхания, видно, как меняется миограмма, то есть мышечный тонус снижается по мере того, как углубляется сон. И здесь же можно заметить, что в начале ночи глубокого сна много, да, а вот к концу ночи его становится все меньше, но начинают удлиняться периоды парадоксального сна. И так проявляется циркадианная регуляция нашего сна. То есть глубокий сон уменьшается, а вот быстрого сна становится больше. И еще здесь можно заметить, что парадоксальный сон, он, в общем-то, такой вот необычный, он действительно парадоксальный. В этот момент резко увеличивается частота сердечных сокращений, частота дыхания, то есть иногда даже это вот называют вегетативной бурей. Там резко меняется ЧСС, дыхание, в общем-то, как будто бы человек выполняет какую-то очень напряженную деятельность. И во время парадоксального сна мы видим быстрые движения глаз. Вот их тут очень много. Еще во время парадоксального сна большие группы мышц, их мышечный тонус практически равен нулю. То есть для парадоксального сна характерна атония. Но могут подергиваться маленькие группы мышц, например, могут подергиваться пальцы, и вот как раз эта миограмма, она, в общем-то, видимо, и писалась, может быть, с пальца, или также могут, если она писала с лица, могут подергиваться мышцы лица. Итак, очень сильно меняется также энцефалограмма во время сна. Вот здесь у нас представлена энцефалограмма, характерная для бодрствования. В спокойном состоянии у нас в ЭЭГ доминирует альфа-ритм.
при интенсивной мыслительной деятельности, как правило, он сменяется бета-ритмом. А по мере того, как мы засыпаем, энцефалограмма очень сильно меняется. В ней появляются медленные ритмы, альфа-ритм уходит. Дальше, по мере того, как сон углубляется, медленных ритмов становится больше, и их амплитуда растет. И появляются вот такие характерные только для сна явления, как сигма веритена или как комплексы, такие, в общем, отдельные дельта-волны. У здорового человека они регистрируются только во сне. Ну и во время парадоксального сна по энцефалограмме мы видим, что как бы мозг снова становится активным, энцефалограмма десинхронизованная, и часто можно видеть такие вот как бы асимметричные тета-волны, еще называют пилообразные волны. Итак, мы уже с вами можем заключить, что несмотря на то, что это сон, да, но вот эти вот два состояния, две различных фазы сна, они очень сильно отличаются друг от друга. Совершенно различная энцефалограмма, совершенно различный уровень активации мозга. Если в ортодоксальном сне уровень активации самый низкий, и, кстати, обменные процессы замедляются, и потребление глюкозы, и потребление кислорода самое низкое во время глубокого сна. А во время парадоксального сна, наоборот, высокая активация мозга сопровождается очень высоким потреблением глюкозы и кислорода. Совершенно различная вегетатика, замедление частоты сердечных сокращений, симпатический тонус снижается, преобладает парасимпатический тонус в обычном медленном сне и вегетативная буря во время парадоксального сна. Также мышечный тонус, вот он снижен во время ортодоксального сна, да, ну как бы он не пропадает совсем. Но мышечный тонус практически отсутствует для больших групп мышц в парадоксальном сне. И действительно, во время парадоксального сна возникает эрекция, но она на самом деле не связана с содержанием сновидений. Это, в общем, следствие активации отделов гипоталамуса, которые активируются холинергическими проекциями из центров, регулирующих парадоксальный сон. Также очень разные сновидения в этих двух фазах. Во время ортодоксального сна на самом деле мы тоже, как правило, видим сны. Если человека разбудить и спросить, что он видел, что он помнит, как правило, он ответит, что он что-то переживал. То есть либо перед глазами стоял какой-то образ, или была, в общем-то, какая-то там мысль, ну, обычно довольно простая, о том, что нужно, например, что-то сделать. А во время парадоксального сна наши сновидения очень яркие, как правило, очень эмоциональные, и зачастую они, в общем, как бы довольно странные, часто с вычурным сюжетом. То есть вот эти две фазы сна – это еще и совершенно различные состояния сознания. Поэтому Алан Хобсон, он предложил такую модель, где и бодрствование, и две фазы сна отложены в общем, в таком пространстве в зависимости от того, насколько высок уровень активации мозга в этих состояниях. Да, вот тут мы видим, что на полюсе высокой активации находится парадоксальный сон и бодрствование. Еще одна ось – это активность моноаминергических систем, которые высоко активны бодрствование, снижает свою работу во время обычного сна и практически выключенная во время парадоксального сна. Ну и по этой оси эта ось, она отражает источники информации, которые, в общем, в данный момент как бы обрабатывается мозгом. Да? Вот либо это воспоминания, да, во время парадоксального сна, потому что мы не получаем никакого сенсорного притока, либо это
в основном внешние источники информации бодрствования. Интересно, что действительно общий уровень активации мозга в парадоксальном сне также высок, как бодрствование, может быть, даже выше, но все-таки активация отдельных зон, если на нее посмотреть, то она резко различается. Например, во время парадоксального сна высоко активна зрительная область коры, высоко активна моторная область коры, высоко активны центры регуляции эмоций, но при этом резко снижена активность префронтальных областей. Вот на этих картах как бы представлена разница между уровнями активации соответствующих областей бодрствования и во время сна. По-видимому, низкий уровень активации префронтальных областей ну, во многом как бы и обуславливает такую особенность наших сновидений, как там, отсутствие логики. В общем-то, как-то все это странно бывает организовано во времени, но при этом очень много ярких образов, и, как правило, сновидение очень насыщено эмоционально. Насколько нам необходим сон и почему мы вообще спим? Ну, неоднократно было показано, что сон даже более необходим для выживания, чем пища. И депривация сна прежде всего приводит к расстройству когнитивных функций. Это расстройство восприятия, рабочей памяти, неспособность сконцентрироваться. И, по-видимому, особенно необходим сон все-таки для мозга. Как бы еще один довод, если мы не досыпаем, то мы потом обязательно должны отоспаться. И когда после депривации сна мы засыпаем, сначала идет отдача ортодоксального сна, то есть в первых циклах у нас удлиняется количество глубокого сна. По-видимому, он самый важный. И уже потом, когда мозг поспит и вот доберет вот этот глубокий сон, которого было недостаточно, тогда уже идет отдача парадоксального сна. Интересно, что у животных, например, у дельфинов, которые всю свою жизнь проводят в воде, и при этом они должны дышать, эволюция выработала такие вот удивительные механизмы, которые позволяют им спать каждым полушарием по очереди. То есть они не могут заснуть полностью, поскольку периодически должны подниматься на поверхность, чтобы вздохнуть. И фактически одно полушарие у них всегда бодрствует, когда второе спит. Тут можно видеть состояние бодрствования, потом постепенное засыпание правого полушария, левый бодрствует, потом в правом полушарии наступает глубокий сон, правый бодрствует, а потом они меняются местами. И у дельфинов почти нет парадоксального сна, да, парадоксальный сон сопряжен с атонией, с полной атонией мышц. По-видимому, дельфины не могут себе этого позволить. И если у них и есть парадоксальный сон, то это, в общем-то, буквально там какие-то секунды. Поэтому, пока мы бодрствуем, у нас нарастает потребность во сне. И это один из факторов регуляции и один из факторов инициации нашего сна, так называемый гомеостатический фактор. То есть действительно, пока наш мозг высоко активен в бодрствовании, накапливаются какие-то вещества, которые в итоге и запускают сон. Ну, один из них – это аденозин. Его количество растет по мере того, как животное бодрствует. В данном случае это кошка, у которой с помощью микродиализа измеряли уровень аденозина вот в течение
часов бодрствования, и потом, после того, как кошка уснула, бодрствовала она 6 часов, то есть это, ну, в общем, довольно долго такого непрерывного сна для кошки. По мере того, как она отсыпалась, уровень аденозина снижался. На самом деле это не только аденозин, сейчас понятно, что это еще ряд веществ, но аденозин как бы такой самый изученный фактор, и в частности кофеин, кофе мы пьем для того, чтобы взбодриться, кофеин, он блокирует аденозиновые рецепторы и снижает тем самым нашу сонливость. Но была очень интересная работа 2016 года, которая показала, что даже ионная среда в мозге меняется в течение бодрствования. И, по-видимому, вот медиаторы бодрствования и активная работа систем поддержания бодрствования, значит, она приводит к тому, что в экстраклеточной жидкости повышается концентрация ионов кальция и снижается концентрация ионов кальция, магния и водорода. По-видимому, эти ионы тоже участвуют в запуске сна. А когда мы спим, то в экстраклеточной жидкости, напротив, вот растет концентрация вот этих вот ионов. И интересно то, что воздействуя на ионный состав экстраклеточной жидкости, можно включать, значит, либо бодрствование у спящего животного, либо, напротив, либо напротив сон. Да, что, собственно, эти исследователи и проделали. То есть они регистрировали активность правого и левого полушария синхронно, и при этом вводили животному либо жидкость, которая индуцирует состояние бодрствования, да, значит, там вот повышена концентрация ионов калия и снижена концентрация ионов кальция и магния. Да. Главное, что вот эта жидкость, она еще и снижает, меняет концентрацию ионов вот в том полушарии мозга, в которое она вводилась. И действительно, активность мозга мышки менялась, и можно было наблюдать, вот, например, на этой картинке и правое, и левое полушарие оба спят. Здесь на мышку ничем не воздействовали, а здесь правое полушарие оставили в покое, оно продолжало спать, а именно в левое полушарие ввели жидкость, индуцирующую бодрствование. И в итоге они начали регистрировать активность характерную для бодрствования. Интересно то, что также уменьшились межклеточные пространства, да, как это характерно для бодрствования. Ну и наоборот, бодрствующие мышки в левое полушарие ввели жидкость, индуцирующую сон, и это полушарие уснуло. Вот что подтверждает, значит, активность изменившаяся. То есть, грубо говоря, меняя ионный состав, мы можем воздействовать на состояние сна и бодрствования. Вот фактически накапали, да, там получили сон или бодрствование, наоборот. Здесь это можно видеть в динамике. Жидкость выводилась в цистерну магна, и вот спящее животное, у которого индуцировали бодрствование, менялась активность мозга, менялась миограмма. Здесь представлена суммарная мощность в диапазоне от 1 до 4 Гц. И здесь, наоборот, у другой мышки индуцировали состояние сна. Но помимо гомеостатического фактора есть еще циркадианный фактор регуляции сна. Это значит, что в разное время суток мы спим по-разному, и уровень нашей сонливости, он тоже зависит от времени суток.
Это известные работы Борбеля, и он предложил такую схему. Сверху представлено, как нарастает гомеостатическая потребность в сне по мере того, как мы бодрствуем. Да, вот здесь вот мы непрерывно бодрствовали с 7 утра до 11, а потребность во сне выросла, вот где-то здесь находится вот этот вот порог, да, после которого человек уже готов уснуть. И пока он спит 8 часов ночью, вот этот гомеостатический фактор снижается. Циркадианный фактор, он приводит к тому, что мы намного легче засыпаем в темное время суток. И вот здесь вот показано вот состояние сна, да, вот с 11 до 7 часов. Но если, например, мы проведем ночь без сна, то утром нам уже будет сложнее уснуть, и спать будет хотеться меньше. Ну, и, к сожалению, люди, которые работают на работе со сменным графиком, которым приходится работать ночью, а спать днем, действительно, днем их сон менее качественный, он менее глубокий и чаще нарушается. Также циркадианный фактор приводит к тому, что в первую половину ночи мы больше спим ортодоксальным сном, и глубокие стадии медленного сна чаще встречаются, а под утро мы больше спим парадоксальным сном. Итак, как же регулируются вот все вот эти непростые чередования стадий сна, ну, а также сон и бодрствование, какие центры за это отвечают? На самом деле, впервые, наверное, этим заинтересовался фон Эконома. Это венский врач, который лечил пациентов с летаргическим энцефалитом. Примерно 100 лет назад по Европе прокатилась пандемия летаргического энцефалита. И у многих выживших пациентов в итоге осталась очень тяжелая сонливость. То есть они могли спать по 20 часов в день, ненадолго просыпаться и просыпаться вялыми, в общем-то, потом снова засыпать. У этих пациентов, как правило, были повреждения гипоталамуса и среднего мозга. И фон Экономов впервые предположил, что где-то там находятся центры, необходимые для поддержания бодрствования. В итоге эту его гипотезу, которую он опубликовал в работе 30-го года, ее подтвердили Мэгон и Марузи, которые в 1949 году открыли ретикулярную формацию. Они показали, что у наркотизированных кошек, стимулируя образование ретикулярной формации, можно видеть, как медленные ритмы, характерные для наркоза, меняются быстрой активностью и поведенческой активацией. Ну, потом стало понятно, что ретикулярная формация – это на самом деле многие, то есть не одна структура, а многие образования, и они очень различные, как анатомические, так и нейрохимические. То есть они выделяют различные медиаторы, и этих центров много, особенно тех, которые отвечают за поддержание бодрствования. Для поддержания бодрствования необходимы как бы два таких пути, по которым проводится влияние от центра ретикулярной формации, дорзальный, который идет в таламус, и большой вентральный путь, который идет в гипоталамус и в базальную область переднего мозга. И считается, что они оба необходимы для нормального бодрствования, но оказывают немного различное влияние на наше сознание и поведение. Вот дорзальный, он идущий в таламус, он, похоже, более необходим
и больше влияет на содержание сознания, а вентральный, он больше отвечает за поведение и за уровень бодрствования, необходимый для реализации конкретного поведения. И среди вот этих вот центров наиболее известен центр поддержания бодрствования, наиболее известное синее пятно. Его нейроны очень широко иннервируют кору и различные структуры мозга. И фактически это такая вот широко вещательная система, значит, которая влияет на разные регионы, и, по-видимому, это необходимо для того, чтобы быстро организовывать такую глобальную смену уровня бодрствования, глобальную смену состояния. Эти нейроны, они высоко активны в бодрствовании, как и многие другие моноаминовые системы, а синее пятно – это основной источник норадреналина в мозге. Они снижают свою активность в ортодоксальном сне и практически выключены, неактивны во время парадоксального сна. И синее пятно особенно активно при стрессе. Также оно активируется, когда мы реагируем на значимые стимулы, оно активируется в состояниях новизны, ну и в частности от его активности зависят наши реакции, наши ответы на значимые стимулы. Например, амплитуда компонента P300 в вызванных потенциалах, да, компонента, отражающего оценку значимости стимула, она зависит, как было показано, от активности вот этих нейронов. Дальше. Следующий центр бодрствования – это ядра шва, источник серотонина. Как и синее пятно, эти нейроны тоже высоко активны в бодрствовании, снижают свою активность во время медленного сна и неактивны во время парадоксального сна. Они необходимы для поддержания бодрствования. И вот надо сказать, что в последнее время, да, вот с тех пор, как появились и стали доступны методы оптогенетики, хемогенетики, во-первых, удалось как-то конкретизировать работу давно известных центров бодрствования, таких как синее пятно и ядра шва. С другой стороны, сейчас появилась возможность изучать, как эти центры работают в разных состояниях, там, в зависимости от мотивационной составляющей поведения, там, в зависимости от настроения. И вот как раз с помощью таких вот методов, позволяющих локально включать и выключать, да, отдельные группы нейронов, не повреждая при этом прилегающие структуры, и ну, вот так вот достаточно тонко как бы манипулировать их активностью и смотреть, что будет. Вот они сейчас позволяют, ну, в общем-то, как-то уточнять, что тут за что отвечает. Ну, вот, в частности, нейроны ядер шва, они, поскольку еще и участвуют в регуляции настроения, терпения, да, награды, и, по-видимому, они тоже более активны, в общем-то, в каких-то вот определенных таких моментах бодрствования, и это на самом деле сейчас все еще уточняется. Да, и ядра шва, они также широко иннервируют кору и тоже получают входы от многих структур, как и синее пятно. Далее, дофаминергическая система и вентральная тегментальная область, основной источник дофамина. На самом деле с дофаминергическими нейронами довольно долго все было неочевидно.
С одной стороны, мы понимаем, насколько эта система важна для бодрствования. Хорошо известны эффекты психостимуляторов, таких как амфетамин, модофенил. И они в основном воздействуют на дофаминергическую передачу, повышают концентрацию дофамина в синапсе. С другой стороны, мы также знаем, что антагонисты дофамина, антипсихотики, они, как правило, обладают седативным действием. Но было не так-то просто найти конкретной популяции дофаминергических нейронов, отвечающие именно за регуляцию бодрствования. Во-первых, дофаминергических центров, их несколько, да, и помимо ВТА и черной субстанции есть еще дофаминергические нейроны в водопроводном сером веществе и в аркуатном ядре. Потом нейроны ВТА, они не обладают таким типичным wake-on паттерном, как, например, нейроны синего пятна ядершва. Wake-on – это когда активность нейронов растет с наступлением бодрствования, и четко совершенно вот это усиление активности коррелирует с наступлением бодрствования. Вот нейроны ВТА, они, в общем-то, активны и в том числе во сне, но, тем не менее, с помощью вот, оптогенетики и хемигенетики удалось показать, что выключение этих нейронов снижает процент бодрствования, а у спящего животного активация этих нейронов довольно быстро приводит к пробуждению животного. Ну и, конечно, эта система, она важна для как бы такого аспекта бодрствования, как мотивированного поведения, и она очень активна, когда животное, например, ищет вкусную еду или, в общем, выполняет какое-то другое мотивированное поведение. Итак, это были мономинергические центры бодрствования, которые очень схожи в том, что они высоко активны в бодрствовании, снижают свою активность во время обычного сна и практически неактивны во время РЭМа. Далее, тубермамиллярное ядро – основной источник гистамина. Это тоже центр бодрствования. И хорошо известно, что вот те препараты, которые действуют на центральные рецепторы гистамина, они вызывают сонливость. Ну, в частности, раннее поколение антигистаминных препаратов, вот такие как супрастин, они вызывали сонливость. От супрастина, если кто помнит, очень хорошо спалось. И интересно, что стимуляция этого ядра, она не только повышает уровень бодрствования, но она еще и как бы повышает уровень двигательной активности. И сейчас считается, что тубермамиллярное ядро и вообще гистаминергическая система – это одна из таких вот важнейших составляющих нашего бодрствования. И эти нейроны тоже очень широко проецируются на кору и необходимы для поддержания такого общего высокого уровня arousal. Дальше базальная область переднего мозга. Она содержит несколько популяций нейронов, в частности, холинергические, гаммкергические и глутаматергические. Особенно хорошо известны холинергические нейроны, и известно их участие в таких функциях, как память, внимание. Еще давно известно, что они отвечают за десинхронизацию активности коры. И стимуляция этих нейронов быстро вызывает смену медленной активности в коре вот быстрыми ритмами, характерными для бодрствования.
Но интересно, что эти нейроны активны не только во время бодрствования, но также и во время парадоксального сна, когда энцефалограмма тоже такая же десинхронизованная, как в бодрствовании. То есть, по-видимому, они необходимы для коркового arousal, но до сих пор не ясно, насколько активность именно вот этих нейронов необходима для бодрствования как такового. То есть для бодрствующего уровня сознания, когда мы достигаем уже высоких уровней сознания и когда мы в состоянии взаимодействовать с окружающим миром, да, вот что-то воспринимать и отвечать на сигналы, поступающие извне. Ну вот это к тому, что действительно, похоже, разные центры бодрствования, они отвечают за разные аспекты нашего бодрствования, да, и, например, какие-то центры отвечают за быструю корковую активность, но десинхронизация ЭЭГ, в общем-то, она действительно не означает присутствие сознания. Опять-таки и разные аспекты сознания тоже могут регулироваться разными центрами. Относительно недавно исследователи оценили значение как еще одного центра регуляции сна, это парабрахиалис. Это относительно небольшое такое вот скопление нейронов, которое очень важно для поддержания бодрствования. И выключение именно этих нейронов вызывает необратимую кому, да, или вегетативное состояние, причем не только у животных, но и у человека. Интересно, что с появлением методов оптогенетики было проведено такое исследование, где у крыс разные центры бодрствования осторожно и точно отключали и смотрели, ну, как бы не только вот сиюминутные эффекты, но и смотрели, что будет потом. Вот, восстановится ли уровень бодрствования, там, допустим, через несколько дней. И оказалось, что отключение, например, синего пятна, ну, казалось бы, такой, можно сказать, звезды среди центров бодрствования, ну, которые центры, в общем-то, еще в школе изучают. Да, действительно, оно нарушало бодрствование, но через какое-то время животное восстанавливалось. То есть эти нарушения не были необратимыми. Также и с ядрами шва, и с другими центрами, вот, и только парабрахиалис, вот разрушение вот этой довольно небольшой области приводило к необратимой коме. Также описаны пациенты с повреждениями в этой области, хотя эти повреждения довольно небольшие по объему, но, в общем-то, тем не менее, они находятся в коме, и, по-видимому, этот центр, он, в общем-то, играет какую-то такую критически важную роль. Было показано, что он важен для проведения афферентации в таламус, то есть он важен для поступления сенсорной информации в мозг. Также нейроны парабрахиалис реагируют на гиперкапнию, то есть повышение концентрации углекислого газа в крови. Также они реагируют на холод, на боль, на тошноту. То есть, по-видимому, они еще и отвечают за формирование arousal в ответ на такие вот важные интерцептивные стимулы, да, там, потребности. Так, ну и, наконец, орексинергическая система, которую во многом считают таким вот дирижером среди центров сна, поскольку, по-видимому, она управляет и работой центров
других центров бодрствования и переключение между разными состояниями бодрствования и сном, и медленным, и парадоксальным сном. Я сейчас немного отвлекусь, хочу рассказать про одно расстройство. Дело в том, что некоторые расстройства сна, они хорошо иллюстрируют механизмы сна. Я некомпетентна рассказывать про все расстройства сна, и, в общем-то, передо мной не стоит такая задача, но я буду приводить некоторые в качестве примера, поскольку можно лучше понять, здесь можно лучше понять, как все работает. Вот один из таких примеров – это нарколепсия. Например, один молодой менеджер крупной компании готовился к докладу. На совете директоров ему предложили представить детали своего проекта, и он, понимая, что это его звездный час, если проект утвердят, то он сможет его возглавить, ну и впоследствии весьма вероятно получить повышение. Он долго готовился к этому выступлению. Ну и когда он наконец вошел в зал заседаний, и босс его представил, и молодой менеджер уже готовился начать свое выступление, он открыл рот, но здесь он упал на пол как подкошенный. Но это не был эпилептический припадок, и это не был обморок, то есть он остался в сознании, но при этом он совершенно не мог двигаться и даже не мог ничего сказать. Только через несколько минут к нему вернулась речь, и потом он с трудом смог встать, сесть в кресло, тоже чувствуя еще очень сильную слабость. Вот это как раз такой яркий пример нарколепсии. И надо сказать, что, конечно, у этого молодого менеджера были вот какие-то предвестники. В последнее время ему досаждались излишне яркие сны. Иногда они были и излишне реалистичными, то есть их сложно было отличить от реальности, да, как бы понять, спит он или нет. Но вот в итоге развилось вот такое состояние. И на самом деле нарколепсия – это нарушение регуляции сна и бодрствования, при котором некоторые элементы сна как бы могут в бодрствование вторгаться, причем неконтролируемо. Такие приступы катаплексии, как у молодого менеджера, встречаются, к счастью, не так уж часто. Обычно эти пациенты страдают от тяжелой сонливости и атак сна. То есть они могут уснуть даже на ходу, даже на улице. Но сон продолжается недолго, и после этого они, в общем-то, просыпаются бодрыми. Еще довольно часто такие пациенты жалуются на сонный паралич, когда, просыпаясь из фазы быстрого сна, человек не может пошевелиться. То есть он чувствует, что он уже пришел в сознание, но пошевелиться он не может. Это продолжается, конечно, совсем недолго, то есть это, как правило, какие-то мгновения, но ощущения, в общем, такие довольно неприятные. Также для них характерны сны наяву. То есть, опять-таки, может как бы не страдать мышечная активность, мышечный тонус, но при этом внезапно появляются вот какие-то зрительные образы перед глазами, которые могут либо на фоне полного сознания плыть перед мысленным взором, либо, в общем-то, человек просто погружается в такие вот сны прямо из бодрствования. Надо сказать, что полисомнография является таким важным диагностическим критерием нарколепсии, потому что эти пациенты, они часто засыпают в быстрый сон. То есть вместо того, чтобы, как вот мы видели в начале на гипнограмме, сначала постепенно погрузиться в ортодоксальный сон, а только потом перейти к парадоксальному, быстрый сон у них может начаться сразу после бодрствования. И вот к этому приводит нехватка орексинергической иннервации. Это
На самом деле вот эти нейроны, они содержатся только в одной области, они находятся в латеральном гипоталамусе, но они широко иннервируют и кору, и подкорковые структуры мозга, и они иннервируют также все центры бодрствования. Наверное, мы еще поговорим немного об этом, когда будем говорить о парадоксальном сне. Ну, в общем и целом, у человека это заболевание, как правило, возникает аутоиммунным путем, уменьшается количество орексиновых нейронов, причем люди, у которых вот эта утрата относительно небольшая, они, в общем-то, могут спокойно прожить всю жизнь, просто иногда страдая от неприятных сновидений, там, либо слишком ярких, либо когда человек вот спит и не может понять, там, реальность это или сон. Но если утрата этих нейронов большая, то возможны вот такие внезапные провалы в сон. Это довольно неприятно. И некоторые пациенты с тяжелой формой нарколепсии, они даже на улице выходят сопровождающими, потому что они просто могут внезапно упасть и потерять сознание. Помогают при этом стимуляторы, и в частности модофенил. Так, далее. Ну, теперь мы перейдем к механизмам медленного сна. Ага. И у нас как раз время перерыва. Тогда о медленном сне мы поговорим после 15-минутного перерыва. Да? Итак, центры регуляции ортодоксального сна. Ну, наиболее известен вот этот центр, вентролатеральная преоптическая область и медианное преоптическое ядро. Константин фон Эконома, когда описывал пациентов, жертв летаргического энцефалита, он помимо тех, кто страдали от тяжелой сонливости, описал небольшую группу пациентов, которые наоборот, они не могли уснуть, они страдали от бессонницы. И вот в той же работе 30-го года он предположил, что есть еще центр сна, и у этих пациентов были повреждения в переднем гипоталамусе, в самой растральной его части. Ну и в итоге в 1968 году был найден вот этот центр на кошках. Показали, что если его разрушать, то сон не наступает. То есть здесь находятся нейроны, которые очень важны для инициации и поддержания сна. Интересно, что нейроны вентролатеральной преоптической области, они широко иннервируют все центры бодрствования, и синее пятно, и ядра шва, и, в общем-то, все центры, о которых здесь говорилось. И наоборот, все центры бодрствования посылают свои коллатерали в вентролатеральную преоптическую область. То есть, по-видимому, существуют вот такие рецепрокные взаимоотношения между центрами бодрствования и вот этими центрами сна. Надо сказать, что нейроны именно вот этих структур, они отвечают за регуляцию, за гомеостатическую регуляцию сна, поскольку они реагируют на длительность периода бодрствования, и во время депривации сна активность этих нейронов усиливается. Долгое время этот центр считался единственным центром медленного сна, но на самом деле потом открыли еще несколько центров, и по большому счету вот
работа Скэмола, да, который, в общем-то, провел такую вот хорошую систематизацию, она была опубликована в 2017 году, но на самом деле буквально вот каждые 2 года публикуются работы о том, что нашли очередные центры, очередные популяции клеток, которые участвуют в регуляции либо ортодоксального сна, либо парадоксального сна, либо которые тоже необходимы для поддержания бодрствования. И я думаю, что скоро выйдет уже очередная работа, систематизирующая, подытоживающая вот эти новые факты. Надо сказать, что с медленным сном тоже связаны вот некоторые парасомнии, то есть расстройство поведения во время глубокого сна, в общем-то, которые тоже очень интересны для изучения механизмов сна. Ну, это такие расстройства, как снохождение, сноговорение и даже сноедение. Именно эти парасомнии часто встречаются у детей, и у детей даже они не считаются болезнью. Это может быть как, в общем-то, вариант взросления, потому что, как правило, все это проходит в подростковом возрасте. Во взрослом возрасте редко возникают такие вещи. Обычно такие эпизоды снохождения, они длятся не более 10 минут. Но бывают достаточно длительные, бывают, к сожалению, приводящие, в общем, к печальным последствиям. Например, описан случай, когда один студент-первокурсник после того, как он сдавал первую сессию, очень много учился, и довольно долго он не досыпал, да, где-то в течение 2 недель. Потом, однажды проснувшись ночью, он встал. В этот момент проснулся его сосед, было где-то в районе часа ночи. Подошел к окну, открыл окно. Ну, поскольку он, в общем-то, действовал так, как бодрствующий человек, ну, сосед подумал, что, ну, наверное, хочет подышать свежим воздухом. Но студент сел на подоконник, потом он перекинул ноги туда как бы за окно наружу, посидел, полюбовался пейзажем, потом посмотрел на своего соседа, а потом оттолкнулся от подоконника и выпрыгнул в окно. Ну, к счастью, это был только 2-й этаж, и внизу была куча песка, то есть, в общем-то, студент отделался легкими повреждениями, но это был вот как раз такой вот эпизод снохождения. И приводит к этому неполное пробуждение. То есть почему-то координация центров сна и центров бодрствования нарушена. И даже удавалось записать энцефалограмму у пациентов. Ну, понятно, что у пациентов с какими-то нарушениями, у эпилептиков, например, у которых были вживленные электроды. Есть опубликованы такие работы, где писали энцефалограмму, и было показано, что некоторые отделы мозга могут быть активны, например, моторные области коры, а другие отделы при этом могут продолжать спать, и там регистрируется высокоамплитудная медленная активность. И, по-видимому, при таком неполном пробуждении какие-то центры сна еще продолжают поддерживать сон. Ну вот, в частности, в базальной области переднего мозга там есть гамма-эргические нейроны, которые тоже участвуют в поддержании медленного сна. И там на самом деле несколько популяций нейронов, они различаются в зависимости, подразделяются в зависимости от маркеров, которые они экспрессируют, на несколько групп. И было показано, что вот в частности паравальбумин позитивные, да, и соматостатин позитивные нейроны, они участвуют в генерации медленных волн. То есть они активны перед началом и вот в момент начала дельта-волны. По-видимому, они как-то участвуют в синхронизации медленных ритмов,
в коре. И, в общем-то, мы все хорошо знаем, что когда в коре регистрируются высокоамплитудные дельта-волны, сознание отсутствует. То есть те механизмы, которые необходимы, те корковые связи, которые необходимы для анализа информации, для интеграции информации, они нарушены. Также в коре были обнаружены нейроны, поддерживающие медленный сон. Это нейроны, которые экспрессируют НО-синтазу. Это гамма-кергические вот отдельные популяции интернейронов. И они, по-видимому, тоже отвечают за локальную синхронизацию корковой активности. И интересно то, что они тоже реагируют на длительность бодрствования, да, то есть на них влияет гомеостатический фактор регуляции сна. Если человек долго бодрствовал или ну, какая-то конкретная область коры довольно много работала, ну, в частности, при каких-то вот определенных мышечных упражнениях, да, такие в моторных областях коры могут наблюдаться медленные ритмы повышенной амплитуды. И похоже, что эти нейроны как раз обеспечивают вот этот механизм. Ну и есть еще один центр медленного сна, который находится в продолговатом мозге. Это парафасциальная зона. И она тоже содержит гамма-кергические нейроны. И причем ингибирование этих нейронов приводит к тому, что существенно уменьшается количество глубокого сна, то есть они как-то участвуют, по-видимому, в его поддержании. Далее, механизмы регуляции парадоксального сна. Здесь тоже существует несколько центров, которые, как правило, работают координированно. И одно время считалось, что наиболее важны для запуска и поддержания парадоксального сна вот эти центры. Это педункулопонтинный и латеродорзальный тегментум. Но сейчас все-таки считается, что, в общем-то, главное здесь – это сублатеродорзальное ядро. Вот эти холинергические ядра, они скорее модуляторы. Но их нейроны начинают разряжаться еще за какое-то время до начала парадоксального сна, и, по-видимому, они в том числе участвуют как бы в ускорении перехода в парадоксальный сон. Сублатеродорзальное ядро содержит глутаматергические нейроны, и выключение этих нейронов нарушает парадоксальный сон, а еще именно вот это ядро играет важную роль в обеспечении атонии во время парадоксального сна, поскольку именно в этой фазе сна моторная кора очень активна. По-видимому, это необходимо для каких-то процессов, связанных, может быть, с консолидацией памяти. В общем, до конца это непонятно. Но если не осуществляется атония, то как-то неоднократно было показано на животных при разрушении этого ядра. Во сне животные как бы начинают демонстрировать содержание своих сновидений. То есть кошки с такими разрушениями, они как будто бы пытаются гоняться за мышью или на кого-то нападать. Но понятно, что при этом глаза у них закрыты, они не видят, что происходит. И такие расстройства были описаны у людей. И, в общем-то, одно из таких расстройств – это парасомния RBD, REM Sleep Behavior Disorder.
Она довольно часто случается у пожилых людей, а также при нейродегенеративных заболеваниях. Ну, например, вот описан случай, когда человеку снился очень яркий сон о том, что он футболист, и вот идет матч, там на трибунах полно болельщиков, значит, а он нападающий, и он ведет свою команду к победе. То есть он очень ярко все это переживает, он в деталях помнит, как он ведет мяч, как он обходит защитников, но кто-то бросается ему на перерез, он с ним сталкивается, у него от этого сильно болит плечо, но как бы вот уже ворота близки, вот он ударяет по мячу, и тут он слышит грохот, звон, нога болит, ну и видит, что он лежит на полу, там прикроватная тумбочка, значит, валяется, он, видимо, сбросил, толкнул ее плечом, да, плечо тоже, в общем-то, болит. И поскольку наши сновидения из парадоксального сна, они, в общем-то, как бы такие вот очень насыщенные, эмоциональные, если нарушается подавление мышечного тонуса, то это очень часто чревато неприятностями, то есть это не менее опасно, чем парасомния медленного сна. Такие люди часто пинаются, размахивают кулаками и даже вот выпадают из кровати. Ну, и в том числе это, в общем-то, опасно и для партнеров в кровати. И в норме вот это сублатеродорзальное ядро, действуя через ядра продолговатого мозга, либо напрямую, тут есть два возможных механизма, оно фактически выключает спинальные мотонейроны. То есть моторные команды на спинной мозг не поступают. Тогда человек может, в общем, как бы спокойно смотреть свои сны и не страдать от этого, но это, в общем-то, небольшое ядро, и если оно повреждается при каком-то нейродегенеративном процессе, то вот возникают такие проблемы. Итак, как же регулируются переходы между этими состояниями и как запускается каждый из них? Ну, как мы уже говорили, между центрами бодрствования и центрами сна существуют вот такие взаимно ингибирующие отношения. И если активны центры сна, ну, по крайней мере, это показано для вентролатеральной преоптической области, значит, если она активна, то она подавляет центры бодрствования. А если активны центры бодрствования, то наоборот, они подавляют эту область. И в итоге мы получаем пробуждение и бодрствующее состояние. Если же побеждает центр сна, то мы регистрируем глубокий сон. И на самом деле на вот это переключение действуют эрексинергические нейроны. Потому что если эта система нарушается, то вот этот переключатель, он как-то плохо работает, и отдельные элементы сна, ну, например, вот избыточная сонливость, как бы они могут вторгаться в бодрствование и мешать нам жить. Причем орексинергическая система, она еще и обеспечивает такие вот длинные периоды бодрствования, особенно вот на фоне каких-то мотивированных состояний, когда нужно за кем-то там долго охотиться, чтобы добыть себе пищу, или когда там нужно долгое время работать, чтобы там закончить срок какую-то работу. То есть, по-видимому, это тоже очень связано с работой вот этой системы. Далее. Регуляция парадоксального сна, она, в общем-то, тоже непростая, и тоже есть центры, которые
как бы способствуют включению парадоксального сна. Есть центры, которые им противостоят. Ну вот в частности, это околоводопроводное серое вещество. Но опять-таки вот эти схемы сейчас уточняются, поскольку вот все чаще, ну, да, с помощью новых методов мы открываем новые группы нейронов, которые участвуют в регуляции либо одной, либо другой фазы, либо даже вот там в переходах между ними. Вот. И опять-таки серотонинергическая система, значит, она влияет и на включение парадоксального сна, и на включение бодрствования. И тут интересно, поскольку у пациентов с нарколепсией, в общем-то, мы наблюдаем настолько разные системы, по-видимому, нехватка орексинергической иннервации может наблюдаться в различных центрах бодрствования. И, видимо, это как-то может определять вот ту или иную симптоматику. Но пока не могу ничего сказать об этом конкретно. Но вот здесь такая вот подытоживающая картинка. Здесь представлены, в общем-то, все вот эти центры регуляции бодрствования и сна, и основные системы, которые в этом участвуют. Действительно, ортодоксальный сон, вот как еще говорил Вейн, это такое вот царство гамк. И в основном за медленный сон отвечают гамма-эргические нейроны. Но на самом деле совсем недавно были открыты глутаматергические нейроны в среднем мозге, которые активны именно во время медленного сна. И выключение этих нейронов сокращает его количество. Так что на самом деле все, похоже, сложнее, ну и, соответственно, интереснее. Ну и да, опять-таки, вот посмотрев на все вот эти вот центры сна и бодрствования, наверное, еще раз можно сказать о том, что сон – процесс очень непростой, и по большому счету спать непросто, по крайней мере, спать правильным и хорошим сном. Это действительно непросто. К сожалению, наша способность инициировать и поддерживать свой сон, она теряется с возрастом. То есть уже после 40, после 50 люди все чаще жалуются на проблемы со сном, либо это проблемы с засыпанием, но куда серьезнее жалобы на частое пробуждение среди ночи. То есть это такой более серьезный симптом. И инсомния – это, в общем-то, очень распространенное заболевание, и заболевание, которое, в общем-то, очень неприятное. То есть люди действительно очень страдают, когда они проводят ночь без сна, когда они не могут уснуть. И, к сожалению, мы пока не очень продвинулись даже вот в понимании механизмов, приводящих к бессоннице. Действительно, было показано, что у больных инсомнией повышена активация центров бодрствования. Вот здесь с помощью функционального магнитного резонанса показано, что вот ретикулярная формация и, в общем-то, многие области мозга, они более активны, чем у людей без проблем со сном. Но сейчас стали появляться работы, которые говорят о том, что у многих больных, жалующихся на бессонницу, на самом деле сон, в общем-то, более-менее сохранен. И у них не так уж много пробуждений. Надо сказать, что у любого человека за ночь возникает от 5 до 10 пробуждений. Для чего? Это нужно для того, чтобы сменить позу и для того, чтобы не нарушалось кровообращение. То есть обычно в конце каждого цикла сна, где-то перед началом парадоксального сна, а часто и после
завершения парадоксального сна, перед погружением в очередной раз глубокий сон, человек просыпается и меняет позу. Ну, просыпается, что значит просыпается? То есть в энцефалограмме мы регистрируем десинхронизацию, у него появляется альфа-ритм, он поворачивается. Но здоровые люди утром просто не помнят эти пробуждения. А больные бессонницей, они их помнят. То есть почему-то они их запоминают. И до сих пор непонятно, либо вот воспоминания об этих пробуждениях у них лучше консолидируются почему-то, может быть, опять-таки из-за повышенной активации мозга, либо здоровые люди во время этих коротких пробуждений, они не успевают прийти в сознание, и действительно такие работы были. То есть когда человек спит, и спит достаточно глубоко, то даже при десинхронизованной энцефалограмме сознание, оно, в общем-то, не сразу восстанавливается. Ну вот у больных бессонницей почему-то вот сон, он как бы более прозрачный. Они больше помнят свои пробуждения или, в общем-то, какие-то звуки, которые мешали им спать. И, возможно, в общем, один из факторов – это недооценка длительности и глубины собственного сна. Так. Ну и можно немного поговорить о механизмах генерации ЭЭГ, характерные для сна и бодрствования. Но я думаю, что мы не будем на этом подробно останавливаться, потому что Евгения Ситникова уже прочла замечательную лекцию по этому поводу. И я только в общих чертах расскажу об этом. Энцефалограмма, надо сказать, что несмотря на то, что это такой довольно старый метод, но тем не менее он остается экспертным, во-первых, для диагностики эпилепсии, и во-вторых, это экспертный метод сомнологии. То есть именно по энцефалограмме мы можем точно определить, в какой стадии сна человек находится. Там, первая стадия, вторая стадия. Ну, для определения парадоксального сна, конечно, еще необходима аполограмма. Вот. Ну, несмотря на то, что это метод, в общем-то, как бы такой довольно старый, он, тем не менее, все еще приносит пользу. Итак, что же мы пишем в энцефалограмме? На самом деле каждый электрод, он пишет активность очень многих популяций нейронов, которые находятся, в общем-то, где-то под ним. И если мы это пишем на энцефалограмме, то это должен быть синхронный сигнал от многих популяций нейронов. Потому что активность отдельных нейронов мы писать не можем, да, поскольку кожа, череп и оболочки мозга, к сожалению, они шунтируют, и через них мы просто не пишем, не можем приписать, в общем, какие-то отдельные потенциалы. И поэтому ритмы ЭЭГ – это синхронная активность очень многих нейронов, но основной вклад в эту активность носят пирамидные нейроны. И вот на этой картинке можно видеть, что если нейроны разряжаются синхронно, то на энцефалограмме мы получаем такую более высокоамплитудную активность. А если эта, в общем-то, активность как бы приходится, да, вот, она пишется, они работают разнобой, то в энцефалограмме мы пишем низкоамплитудную и вот такую десинхронизованную активность.
Ну и некоторые ритмы сна. Да? Вот когда мы пишем в энцефалограмме такой вот высокоамплитудный дельта-ритм, его амплитуда, она намного превышает амплитуду альфа-ритма, то есть в самом деле это очень большие группы нейронов, значит, они как бы вот работают хором. То есть либо они дружно разряжаются, либо они дружно молчат. Возникают такие вот паузы. И, как мы уже говорили, в организации вот этого дельта-ритма участвует, по-видимому, вот как минимум 2 центра сна. Это гамма-пиридические нейроны базальной области переднего мозга и еще корковые интернейроны. Они разряжаются вот перед дельта-волной и в начале, и как бы поддерживают вот такой вот высокоамплитудный дельта-ритм. На самом деле не очень понятно, зачем это нужно, и, в принципе, это такой как бы паттерн активности мозга, корковых нейронов, ну, вот на фоне которого, по-видимому, анализ информации невозможен, и именно во время глубокого дельта-сна сознание либо отсутствует, либо если человека разбудить, то он может сообщить только о каких-то очень простых вот таких вот образах и ощущениях. То есть это какой-то такой режим вот, несовместимый с сознанием, по крайней мере, вот с высокими его уровнями. Дальше. Еще во время сна мы часто регистрируем как комплексы. Это одиночные дельта-волны, и в том числе они регистрируются во время легкого сна, то есть на фоне, в общем-то, такой энцефалограммы невысокой амплитуды периодически возникают высокоамплитудные дельта-волны. Сначала позитивное, потом негативное отклонение. И очень часто такие как комплексы можно вызвать в ответ на внешние сигналы. То есть если подавать даже тихие звуки, то вот мы получим такой красивый как-комплекс. Но часто они возникают спонтанно. Может быть, на какие-то интерцептивные стимулы. Может быть, сами по себе, в общем-то, до конца непонятно. Но сейчас известно, что приводит к генерации такого как комплекса. Как правило, это все-таки реакция на раздражение, на какую-то активацию мозга. И, по-видимому, как комплекс отражает срабатывание механизма поддержания сна. Вот в момент такой активации фактически вот ретикулярная формация и центры сна, ну вот здесь, в частности, на этой схеме представлена вентролатеральная преоптическая область, они определяют все-таки, нужно человеку проснуться или нужно ему продолжить спать. Потому что поддерживать сон – это тоже важно. Сон нам жизненно необходим. И если побеждает ретикулярная формация, то после комплекса мы увидим десинхронизацию энцефалограммы, там через какое-то время человек проснется. А если побеждают центры сна, то после такого комплекса дельта-волны еще усиливаются, там их амплитуда растет, и сон углубляется. Так что вот те рецепрокные механизмы между вот этими системами, да, которые мы видели на тех картинках, здесь как бы вот они показаны в действии. Интересно, что если зарегистрировать много комплексов, да, и, в общем-то, просуммировать медленные волны, которые регистрируются во время сна, и наложить их друг на друга, то мы увидим, что, как правило, максимум вот этой негативной волны, он находится вот в передних областях мозга. Причем как в случае комплексов, тут вот они вызывались звуками,
так и в случае вот обычных регулярных дельта-волн медленного сна. И в частности, исследователи объясняют это тем, что вот префронтальные области мозга, они испытывают наибольшее давление сна. Они действительно очень активны в бодрствовании. И в энцефалограмме мы это видим, что когда человек работает или общается, у него лобные области коры наиболее активированы. Там самая десинхронизованная энцефалограмма пишется. А, по-видимому, это приводит к тому, что именно этим областям больше всего нужно отоспаться. И вот этот вот самый высокий дельта-ритм и самые большие К-комплексы, ну, как бы защищающие вот эти области от десинхронизации, от пробуждения, они связаны именно с этим. Интересно, что проводился такой эксперимент, который еще раз показал значение гомеостатического фактора регуляции сна. Эксперимент очень такой приятный. Добровольцев приглашали в лабораторию сна и опрашивали, чем они больше всего любят заниматься. А потом вот в соответствии с интересами добровольцев устраивали им целый день, в общем, такой вот очень приятной, как бы интенсивной активности. Там утром вели там, кого-то в зоопарк, да, там, кого-то на выставку, потом там, в кино, там, вечером в театр. И после этого уже приводили в лабораторию сна, укладывали спать, писали полисомнограмму, ну и сравнивали с полисомнограммой после контрольного дня, в общем, когда ничего интересного не происходило. И действительно оказывалось, что вот после такого вот насыщенного, да, вот приятной активностью дня дельта-ритмы, значит, они были выше, там их мощность была выше, их амплитуда была выше, и вообще вот глубокого сна было больше. Вот. Так что, то есть даже вот такие как бы приятные занятия, они, в общем, тоже нас... Там, не помню. Но можно посмотреть. А кто будет платить за билеты в театр? Гранты. Ну, окей. То есть вы думаете, что мы получим гранты на такое исследование? Так, ну, вы знаете, давайте, наверное, мы пока закончим, чтобы у нас осталось время на вопросы. Через неделю мы продолжим про функции сна. Так, хорошо, у нас есть вопросы? Ну вот я могу спросить вот как раз по поводу последнего слайда. Мне не очень понятно, вот, например, ну вот все знают потенциал mismatch negativity. Негативность – это согласование, да. У него как раз максимум, опять же, негативности также находится во фронтальных областях. Хотя, в принципе, при помощи МЭК было показано, что он все-таки в слуховой области расположен. То есть его источник – это слуховая, вторичная, первичная кора. А максимум по ЭГ тоже на вертексе. То есть как вот действительно можно здесь сказать, что это действительно давление или там он максимальный как комплекс или медленноволновые ритмы максимальной префронтальной коре. Может быть, тоже были МЭК-исследования со сном, где более точная локализация. И плюс сам комплекс, ну, вы говорили, что он же связан как раз, например, со звуком, звуковой стимуляции. Он может возникать, когда там, похлопать дверью, постучать, пошуметь. Они появляются, да? То есть связь с полковой каким-то образом. На самом деле, здесь действительно может быть компонент mismatch negativity. По крайней мере, вот в некоторых работах, даже во время глубокого сна, мисматч удавалось получить. Но он тонет где-то здесь.
Потому что вот эта негативная волна, она имеет латентность 350-550. Часто она такая вот двугорбая. То есть это Мгм. на самом деле медленная волна. Мгм. Хороший вопрос про Мэг. Я, если честно, не знаю, потому что в Мэге сложно спать. И мне просто не попадались такие работы, которые посмотрели бы вот максимум этих комплексов. На самом деле, когда мы смотрим запись, когда мы смотрим полисомнограмму и обращаем внимание на комплексы, мы видим, что максимум может быть не только здесь. Мгм. Он может быть в разных областях. Мгм. Но вот при суммации действительно оказывается, что большинство, вот оно таки здесь. Мгм. Ну, да, что касается давления сна. Была очень хорошая работа Хубера, Рета Хубера, еще 2004 года. Я, по-моему, забыла про нее сказать. Там человек днем довольно долго упражнял, значит, либо правую, либо левую руку, насколько я помню, с помощью эспандера. Мгм. И получалось так, что если он упражнял правую, то больше дельта ритма регистрировалась ночью на лекции Налево. правой руки, да, и Мгм. если, значит, левая, то там соответствующая проекция. М. Какая прелесть. Хорошо. Рауф, у вас, может, есть вопрос? Берите. Да, у меня вот был вопрос, как раз мы остановились на какой-то синхронизации, там, десинхронизации лобных долей. А связано это как-то с тем, что человек, например, когда там, читает перед сном, ему легче уснуть? Или в целом, когда запускается какая-то мысленная деятельность, то довольно часто это вводит в какое-то такое сонное состояние? Мгм. Это как-то связано? Или Ну, обязательно действительно, да, монотонная воображение? деятельность, Нет, в целом она... воображение, какой-то полет мысли, он же тоже в целом как-то приводит к такому состоянию. И здесь нет? Вы знаете, если я там читаю какой-нибудь захватывающий детектив, то я могу читать всю ночь, Мгм. не отрываясь. А если какую-то научную книжку или научную статью, то я засыпаю очень быстро. Ну, понятно. Ну, вообще, действительно, книги читать перед сном полезнее, чем смотреть телевизор, вот потому что вредно перед сном светить себе ярким светом в глаза. Это здорово активирует наш мозг, и мы можем после этого плохо засыпать. Потом это еще и подавляет наш уровень мелатонина, а все-таки мелатонин тоже помогает нам засыпать. Ну, в любом случае, вот как на уровне активации нейронов получается монотонная и немонотонная деятельность, здесь, наверное, неуместно говорить про вот синхронизацию, не синхронизацию, здесь скорее про активацию как раз уже каких-то эмоциональных центров, получается, речь идет, Ну, получается, если возбуждение. как раз эмоциональный центр, то не заснуть, видимо, да, если Ну да. деятельность не приносит каких-то ярких Мгм. переживаний. Ну, То вы знаете, спать во-первых, хочется. по-видимому, существует, и действительно они существуют, индивидуальные различия вообще вот в активности разных центров Мгм. бодрствования. Поэтому кому-то сложнее заснуть, да, кому-то, наоборот, легче. И поэтому, вот, по крайней мере, в советское время существовала, в общем, целая отрасль, да, там вот, психофизиология труда и вот там всяческие индивидуальные различия, которые там способствуют одной деятельности, но не способствуют другой. И я помню, считалось, просто сейчас как-то об этом меньше пишут, а вот в советское время довольно много было таких работ очень интересных. Считалось, что меланхолики, вот они как раз очень хорошо работают корректорами, и вот в той сфере, где нужно долго удерживать внимание, вот они не засыпают. Мгм. В каких-то стрессогенных условиях, что у них наступает запредельное торможение, они вот просто плохо справляются, потому что им хочется вот закрыть глаза и там, всё, и не видеть больше ничего опасного. А сангвиники, наоборот, из них корректоры плохие, им скучно, но при стрессе вот из них там хорошие космонавты получаются, потому что как-то, ну, их, в общем-то, меньше пугает там
то, что они упадут или сгорят там в этом космическом корабле. Мгм. И еще по поводу вот как раз сублатеродорзального ядра мы говорили про то, что оно ингибирует мотонейроны. Вот. А правильно я понимаю, что как раз вот нарушение этого ядра, оно приводит к тому, что... Нет, сейчас. Его нарушение приводит к тому, что люди начинают заниматься лунатизмом, а если у него происходит, ну, допустим, какая-то гиперактивация, то оно может приводить к, ну, вот как раз, например, к сонным параличам, Это, про знаете, которые мы я, говорили в этих... наверное, да. недостаточно как бы четко это все рассказала. Лунатизм, вот снохождение, сноговорение, это парасомнии медленного сна. То есть Мгм. это расстройство поведения именно вот обычного ортодоксального сна, да, когда человек вместо того, чтобы спать, он бродит. Действительно, если человек начинает бродить из медленной фазы, во-первых, он может ходить, да, потому что у него все-таки большие группы мышц, значит, они тоже в тонусе. И, кстати, они бродят с открытыми глазами. То есть они вообще очень похожи на нормально бодрствующих людей. Так даже не сразу поймешь, что это сомнамбул. Вот. А парасомния, связанная с парадоксальным сном, вот самый известный из них, REM Sleep Behavior Disorder, там все немножко другое. Там, во-первых, человек лежит, Вот как раз. глаза у них закрыты, Мгм. но вот иногда действительно они вот выпадают из кровати, но так, чтобы вот они могли встать и куда-то пошли, ну, не знаю, я вот такого не встречала. Поэтому парасомнии вот медленной фазы сна – это на самом деле неполное пробуждение, когда моторные области проснулись, а в коре регистрируется дельта-ритм. Конечно, таких записей не очень много, но они есть. Мгм. А парасомния парадоксального сна в энцефалограмме мы регистрируем совершенно типичный парадоксальный сон. И единственное, что в нем не работает, это не работает вот ровно вот этот вот механизм, да, который приводит к ингибированию моторных нейронов. А так это полноценный парадоксальный сон. Мгм. Что касается орексина и нарколепсии, ну, видимо, действительно, орексинергические нейроны, они, иннервируя все вот эти центры бодрствования, значит, как-то, может быть, усиливают их деполяризацию, да, там все эти центры, они работают лучше, а может быть, до сих пор еще это неизвестно, может быть, орексинергическая система, она еще выстраивает какую-то иерархию. Когда она нарушается, действительно, мы в бодрстве не можем получать какие-то отдельные элементы сна, в том числе парадоксального. Мгм. Да? Вот раз включилась атония при полном сознании. Или вот, вроде бы мышечный тонус как бы сохраняется, но пошли какие-то гипногогические галлюцинации внезапно. Понятно. Спасибо. Хорошо, если вопросов больше нет, спасибо большое, Юлия Валерьевна. Значит, мы встречаемся в следующий вторник. У нас продолжение Мгм. лекции про сон. И, в общем,